Всем привет! 24 марта 2024 года. Просили показать, как я делаю свою рассаду. У меня куча видео есть на канале, особо повторяться не буду. Но в этом году немножко у меня произошла обновка. Что у меня появилось? Ну, во-первых, появился термометр. Ну, он такой больше уличный. Там улицу и помещение показывает, сколько температура. Ну, тут по старинке приспособил кулинарный такой. Он мне показывает, сколько в грунте у меня сейчас температура. Вон там штыречек такой торчит. В общем, у меня сейчас 28. И стоит это все удовольствие на коврике специальном. Значит, еще раз покажу, как я вообще все это делал. Потому что вот фольгирование, это уже от меня пошло. Я смотрю, многие стали повторять, и многим это нравится. В принципе, результат реально классный. Мне он нравится. Ну и людям нравится. Смотрите, значит, это у меня кокосовый субстрат. Я пробовал разные варианты, но все-таки остановился на кокосе. Значит, вымочка у меня была двое суток черенков. Потом в марганцовке несколько часов повымачивалось. Все это дело, ну, естественно, пяточкой все продирал и в корневине держал. 1 грамм на литр воды корневин держал именно эти пяточки корней 6 часов. Значит, смотрите, получается, для чего я устилаю фольгу, кто не знает. Значит, кокос, он увлажненный, все хорошо, но он быстро все-таки испаряет влагу. Здесь получается фольга пищевая обычная. Она, во-первых, удерживает влагу. Я делал прорези и просто втыкал. Ну, понятно, что она не идеальна, не на 100%. Но, в принципе, влагу удерживает. Это раз. Во-вторых, удерживает температуру. Значит, пятка корней у меня 28 градусов. Температура воздуха у меня 21 градус. Значит, вот прошло 2 недели с момента начала укоренения. У меня первую неделю почки вообще были просто набухшие, даже они были пробудившиеся, но еще не проклюнулись. Я держал максимально здесь температуру холодную. Люди многие спрашивали, что они накрыли, хотели создать некий микроклимат, чтобы почки не высохли, и в итоге у них выстрелили буквально через пару дней. Я этого не делал, потому что я знал, что вы просто, кто накрывает это, делаете парниковый эффект. Температура здесь теплая, мне здесь нужен был холод. Поэтому здесь у меня температура в районе, там, если сильно окно открыть, там было 19 градусов, 20, 21. И здесь, получается, у пятки корней я держал температуру в районе 23-28. Она сама как-то играет. Хотя здесь стоит регулятор, я его вот поставил в одном положении, и он у меня играет, как ему нравится. Коврик вот этот вот специальный с подогревом я купил на Валбересе. Ссылку не оставлю, потому что, честно говоря, даже не помню, через сына заказывал. В общем, именно с регулятором очень хорошая штука, мне нравится. Работает шикарно. Причем у меня регулятор стоит на минимуме, он ест какие-то там мизеры, практически меньше, чем энергосберегающая лампочка. Поэтому здесь я поддерживал температуру в районе 24, ну до 28 доходило. Выше не надо, потому что будет каллус расти, будет не то. А вот для корней само то. В этом году у меня, обычно если на корневине, у меня на третьей неделе корни выстреливали. Вот здесь буквально пару дней назад смотрел, ничего не было. В этот раз, смотрите, сейчас включу подсветочку. Корешочки, я думаю, видны. Сейчас приподниму, еще покажу. Так, помощника нет, поэтому тут сам с ума схожу, как могу. Так, вот, видите? Буквально 2 дня назад ничего не было. Тут прям вот поперло. Ну, это половина, наверное, контейнера с корнями, половина пока еще нет. Это у меня, естественно, кишмиш 342 и Юпитер. Это такие самые шустрые. Остальные, скорее всего, еще нет. Я не планировал сегодня ничего делать. Но глянул, корни поперли, пришлось. Как бы немножко вне плана. Были другие планы, но придется заниматься этим. Поэтому результат мне понравился. Коврик шикарный. Вот, кстати, вот такого плана коврики покупайте себе. И обязательно удерживайте все это удовольствие, верхушку, на холоде. Если боитесь, что почки не высохли, я просто брал и опрыскивал их. Пока почечка не проснулась, я их опрыскивал, увлажнял. Почка проснулась, все, лучше не прыскать, иначе будут болеть листики. Здесь у меня, я смотрю, уже соцветия. Когда чуть-чуть подлиннее будут, я соцветия все срежу. Оставлю только листики и точку роста. В общем, сейчас проблема.
Ну, не проблема. В общем, сейчас надо будет все это дело доставать, расфасовывать и начинать потихонечку расфасовывать по стаканчикам. Так что как-то так. В общем, результатом я доволен. Раньше я ставил, коврика не было, над батареей вот так вешалось. Ну, очень трудно было регулировать. Сейчас у меня батарея полностью перекрыта, чтобы попрохладнее было. И вот гладильную доску приспособил, подоконник. Ну, в общем, нафуфлил что мог. Ну, вот это у меня притенение, потому что после обеда здесь солнце, чтобы здесь не поднималась температура. Ну, более-менее такое притенение. Пока временно сделал так, пленочкой такой белой все это на скотч прилепил. Там буду смотреть. Для чего я сдерживал верхние почки? Потому что, в принципе, мне надо было, чтобы все питание, которое есть в этом черенке, максимально ушло в корни, не в побег. Потому что бывает, что побег выстреливает очень хорошо, корни, но не хотят идти. Все питание максимально ушло в побежки, начинают расти, переть, а на корне уже сил не осталось. Поэтому я максимально попытался сдержать. У меня это получилось. Результатом, в принципе, я доволен. Тем более, когда их отсюда вынимать, немножко будет удобнее мне их отсюда доставать, чтобы не поломать, не повредить вот эти побеги. Потому что, ну да, если бы они были длинные, тут был бы лес, конечно, было бы сложно отсюда достать. Здесь максимально у меня все плотно. Вместил вот в этот один контейнер. Толщина здесь буквально, наверное, субстрата сантиметров 7, я думаю. Раньше обычно я разделял примерно на 2 контейнера. До сюда в этот контейнер и в соседний. Ну, потом посмотрел, они не очень устойчивые, падали. Здесь они хорошо, как вкопанные стоят. Решил в этом году сделать так. И их довольно-таки много, кстати. Поэтому этот способ мне, в принципе, очень даже нравится. И что хорошо, видите, побежки совсем коротенькие. Очень будет удобно. Полностью по укоренению у меня есть видео на канале. Оставлю ссылки. Кому интересно, можете переходить и смотреть. Ссылки в описании под видео будут. Я уже вывел для себя систему. Каждый год я начинаю укоренение после 8 марта. Как только женский день прошел международный, все, я начинаю укоренять. И у меня идеально как раз таки саженцы уже вот такие стандартного хорошего качества. Они уже где-то к началу мая, ну, до середины мая они вообще в идеале. Потому что если садить раньше, то он начинается уже такой перерост, надо уже щипать в макушке, начинают где-то что-то, возможно, и болячки какие-то прихватить. Поэтому вот, чтобы меньше было ухода и попасть идеально, вот у меня получается после 8 марта я начинаю укоренение с вымочки и так далее. И вот у меня сейчас получается даже на неделю раньше я начинаю высаживать это все дело в стаканчики. Это получается конец марта. Ну вот весь апрель оно у меня будет расти. Как правило, я вот в стаканчике посажу, полью, и вот этого полива на 2 недели 100% хватит. И потом уже буду поливать через... Это я поливать буду через верх, а последующие поливы будут уже через низ. Потому что через верх все-таки начинают как-то они болеть, подгнивать и так далее. Застаивается вода. Ну вот такая у меня схема. Заранее подготовил грунт. Вот тут перчатки, стаканчики. Тоже заказывал на Валбересе. Из полиэтилена уже готовые, с отверстиями, очень дешево обошлись. Вот здесь я все это замешивал, землю. И вот здесь у меня еще запасик даже. Вот в таком контейнере. В Светофоре у нас продавались очень прикольные, кстати, контейнеры. Смотрите. В общем, подготовился уже во всеоружии. Вот землю увлажнил. Марганцовочкой прогнал это все. С марганцовкой увлажнил, чтобы корни не болели. Ну, вот такой грунт получился. Вот его сжимаешь, комочек, потом опа, и он рассыпается. Вот до такой степени я это все увлажнил. В общем, грунт готов. Крышечкой накрыл, чтобы оно не усыхало. И могу это удовольствие растянуть даже на пару дней. Потому что когда начинаешь поэтапно грунт увлажнять, ну, это очень большая рутина. Вот я просто уже подготовился. И уже могу спокойно, не спеша этим заниматься. Самая проблема была достать, ну буквально начать доставать. Сейчас уже аккуратно можно будет нормально подлезть. Но самые первые были очень трудно достать. Но вроде ничего не повредил. Ну вот смотрим какой результат. Даже немножко переросли. В идеале они должны быть буквально по миллиметров 5. Ну какие получились. Честно говоря, не очень хорошо было видно здесь. Но все-таки... Вовремя вроде спохватился, сейчас буду все это дело высаживать. Ну вот такая красота.
В общем, вот этот результат вообще мне больше всего понравился. Ни на воде, ни на каких там мхах, ни на чем. Вот кокос, фольга, верх прохладный, все, результат будет просто шикарный. Поэтому пользуйтесь, все, всем пока.